Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам еще раз показать, как обтянуть шар бархатом, как его обработать. И сегодня одна из редких возможностей, когда можно увидеть шары в одном цвете, в одном дизайне, но разные обработки. Здесь у нас бархат белый, здесь у нас шелк белый, и здесь у нас покраска белая. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для работы нам, конечно же, понадобится бархат. Он у меня сложен вдвое. И я всегда отмечаю направление ворса. На шар 8 сантиметров диаметр я делаю выкройку 12-13 сантиметров ткани двойной. Это в зависимости от того, насколько тянется ваш бархат. Я знаю, как тянется мой бархат, и я сделала выкройку диаметр 12 сантиметров. И так как у нас бархат с одной стороны не тянется, а с другой тянется, то я, когда буду прошивать, с краев уберу примерно 1 сантиметр. И прошью. Буду прошивать примерно отсюда по кругу и до сюда. И хочу уточнить, для меня 13 сантиметров диаметр ткани на шар 8 сантиметров это универсальная выкройка. В зависимости от того, как тянется мой бархат, я или убираю больше или меньше, как я уже отметила. У меня получились два таких мешочка. И лишнее подрезаю. И мешочки выворачиваю. И прикреплю вешалочку. На колпачок одеваю ленту и подвязываю узелок. Затягиваю, лишнее обрезаю и обязательно обжигаю. Одеваю вешалку и одеваю на игрушку. Извините за соседей, сегодня снова они шумят. И одеваем колпачок. Мешочек мы вывернули, и теперь одеваем игрушку. Чтобы мне было удобнее, я его на стакан посажу. И все выправляем. На один из боковых швов я закрепляю нитку и собираю все на нитку по всему кругу. Полностью всю ткань. Я собрала все на ниточку. Теперь мы все утягиваем и равномерно все складочки распределяем. И, конечно, ниточку закрепляем. Делаю закрепку. Я закрепила ниточку и еще несколько раз пройдусь иголочкой по кругу, чтобы распределить все складочки мелкими стежками. Так, у меня ниточка запуталась. И по кругу несколько раз прошью и затяну, немного отходя от серединки, от верха. Тем самым мы больше натянем и складочек будет меньше. Их и так не будет видно, так как здесь все будет прикрывать бантик. И продолжаем работать. Я прошила. Можно еще несколько раз вот так ниточкой обвернуть и закрепить. И все. Шар у меня обтянут. Все расправляем ровно. И вот здесь у нас будет бантик. Это у меня бантик испорченный, который идет на примерку ко всем игрушкам. Хорошо такое иметь в наличии. И подклеим с вами тесьму. Буду использовать я горячий клей. Я наношу клей на серединку двумя тонкими полосками и под натяжением подклеиваю тесьму.
и по всему диаметру. Если у вас оформление идет крест-накрест, как у меня, то вторую тесьму подклеиваем под углом 90 градусов и отмечаем иголочками расположение, чтобы у нас все получилось ровно. И теперь можем подклеивать. Также под натяжением между иголочками укладываем. По мере необходимости иголочки убираем. И продолжаем работу. Тесьму я доклеила и подклеила первые 1,5 сантиметра. Дала закрепиться. Теперь беру клей. Ссылку на аппликатор я оставляю. С ним очень удобно работать. И наношу клей на середину. Довольно такой большой слой. И укладываю цепочку по краям тесьмы. И теперь пальчиком я ее соединяю. Она автоматом приклеится и к тесьме, и между собой. Затем фиксирую пальцем место, где я закончила клеить, и наношу следующий клей. Если вы это делаете впервые, то, конечно, даем закрепиться. Снова укладываю цепочку и пальчиками соединяю. Извините за соседей, шумят. Все выравниваем, чтобы у нас все было красиво. И продолжаем работу. Отмеряю нужное количество мне цепочки и ножницами подрезаю. Раздвигаю цепочку и продолжаю работать. Ничего сложного. Все края надо надежно закрепить. И по окончании работы всегда все проверить. И все подклеиваем вместе. Все выравниваем. Со всех сторон просматриваем все. Чтобы у нас все было ровно. И отправляем сушиться. Второй ряд цепочки начинаем клеить снизу. Не сверху, не от макушки, а именно снизу. И клей наносим как на ленту, так и на стенки цепочки, чтобы подклеить их между собой. И аккуратно укладываем цепочку. Перехватываем за клеем. И теперь аккуратно все соединяем и выравниваем. И даем закрепиться. Цепочка закрепилась, раздвигаем ее и продолжаем подклеивать. Ничего сложного. Наносим клей также, немного его размазывая. Укладываем. И соединяем. Продолжаем работу и также подклеиваем со второй стороны. У нас уже вечер, вот я включила свет и все намного лучше видно. На белой ткани хамелеон очень хорошо играет, очень красиво. Посмотрите, что получается. Я закончила подклеивать стразовую цепочку, и вы видите, что у меня получилось. И сегодня предоставилась редкая возможность посмотреть шары в одном цвете, с одной стразовой цепочкой, но разной обработки. Вот вы уже видели, это бархат белый. Может быть, свет немножко искажает, так как вечер, но это белый бархат, белый шелк. И белая покраска.
Вы видите, как все смотрится. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился и был полезен. Творческих успехов вам, хорошего настроения и до скорой встречи. Пока-пока.